Всем привет! Я Слайд из команды Нави. В этом спецвыпуске я отвечу на вопросы, что вы оставляли в комментариях к предыдущим выпускам. Кроме того, я расскажу, как играть на карте рудники с моим сетапом. Напомню, вместо одного из 50-100 я предлагаю взять Т-32. На карте рудники он себя отлично показывает. Карта очень рельефная, а значит, отличное склонение орудия и непробиваемая башня нам здорово пригодятся. Проще всего реализовать эти преимущества в бою в центре карты. Просто играйте от башни и старайтесь наносить урон. Такая тактика работает для обеих баз. И еще, Т-32 отличный танк для игры от борта. Используйте это везде, где возможно. Есть еще одна хорошая позиция для Т-32. У камня в квадрате G7. Если кто-то попытается занять впадину в Е4, используя оптику, вы сможете увидеть и прострелить противника. Кроме того, отсюда можно подловить врага, занявшего гору. Он наверняка не будет к этому готов и получит урон. Можно ли побеждать сетапом из 3 соток и 2 13-90? Да, теоретически это возможно, но будет сложно играть на таких картах, как Рудники, Химмельсдорф, Энск. Зато для Руинберга это почти идеальный сетап. Впрочем, почти на любой карте, кроме Утеса, Степей и, возможно, Прохоровки, крайне желательно играть с ИС-3 в команде. Можно ли 13-90 проехать через город на рудниках с верхней базы, чтобы отвлечь противников? Это не самая лучшая идея, потому что весь маневр может заранее просветить Т1 в деревне. Если у врага нет единичек, можно попробовать, но только в том случае, если враги поджались к горе, и вам известны все их позиции. Тогда у вас будет возможность спокойно уехать, если обстановка накалится. Если на базе остался хотя бы один танк, где-нибудь в квадрате G7, то ехать по деревне нельзя ни в коем случае. И вообще, если сетап противника тяжелее вашего, лучше займите гору. Оттуда можно эффективно светить и наносить урон, если противник поджался к подъему. Встретил необычный сетап на рудниках. 2 Т-32, 2 ИС-3, 2 Т-1, 13-90. Как с ним бороться? Единственное отличие такого сетапа от моего – Т-32 вместо сотки. Такой набор танков будет уязвим против барабанщиков на закрытых и открытых картах, таких как Степи, Химмельсдорф, Энск и Руинберг. За счет того, что он достаточно медлительный, его можно легко уничтожить, заняв более выгодные атакующие позиции. Учитывайте преимущество вашего сетапа над противником. Если у врага хорошо бронированные башни, а у вас барабанные танки, не лезьте шашкой наголо, а постарайтесь подобраться как можно ближе, чтобы быстро влить много урона. В целом, играя против Т-32, избегайте перестрелок, в которых он может играть от башни. Насколько 13-90 эффективнее ВЗ-132? Как правильно использовать китайца? Благодаря барабану 1390 более эффективен. Реализовывать его преимущества гораздо проще. Как видно из ТТХ ВЗ-132, его главные плюсы – скорость, маневренность и неплохая пушка с очень высоким уроном в минуту. Кстати, лучше использовать 85 мм орудие. Оно точнее и наносит больше урона в минуту. Кроме того, у китайца в целом отличная стабилизация. Вот и нужно постараться реализовать эти преимущества. Барабана у нас нет, а значит разменивать один выстрел противника на несколько своих – не вариант. Будем играть по ситуации, и когда враг отвлечен, наносить урон. На ВЗ-132 нельзя перестреливаться 1 на 1 против заряженного 1390, ведь для него китайский ЛТ с его 1050 хп – легкая добыча. Вы рассказали, как разбирать деф под горой, но часто бывает деф на базе. Его без подсадки на гору не разобрать вообще никак. Да, это один из тех дефов, который без подсадки никак не расковырять. Впрочем, даже с подсадкой играть нужно очень осторожно. Противник может быть готов к вашим действиям. Если не знаете, как сделать подсадку, вам поможет Левша и его мастер-класс. Ссылку ищите в описании. На этом все. В следующем выпуске мы разберем карту Прохоровка. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски «Науки побеждать», а также на мой личный канал. Всем пока!